Эта собака каждый день заглядывала в ливневую канализацию, и когда ее наконец открыли, люди были потрясены, увидев, что находится внутри. Во многих странах бродячие собаки– обычное явление, но именно одна собака очаровала людей своими действиями. В Турции, которая раньше называлась Терки, лохматый и грязный щенок Натурал шел по улице, и для него было обычным делом делать это ежедневно, когда он искал еду или воду, которую мог найти. День начался как обычно, пес радостно бежал по дороге, виляя хвостом перед каждым, кто смотрел в его сторону. Несмотря на то, что он жил на улице, на самом деле пес был очень дружелюбным и любил отбирать домашних животных у прохожих. Когда животное проходило по одной из улиц, оно внезапно почувствовало запах чего-то вкусного. Он последовал за своим носом, пока не обнаружил, что стоит перед мясной лавкой и смотрит в витрину. Пес наблюдал, как покупатели покупают большие куски мяса себе на ужин. Один только взгляд на еду заставил собаку осознать, насколько она голодна, и ее желудок издал громкое урчание. В магазине молодая женщина по имени Энни заканчивала расплачиваться за пару больших стейков. Покончив с этим, она поблагодарила мясника и направилась к выходу из магазина. Оказавшись на улице, Энни направилась по направлению к своему дому, как вдруг услышала громкое бульканье и скулёж. Сбитая с толку молодая женщина обернулась и увидела, что бездомная собака смотрит на нее очень печальными глазами. В животе у собаки снова заурчало, и Энни поняла, в чем проблема. Собака явно была бездомной и к тому же очень голодной. Увидев голодное животное, Энни сразу же стало его жаль. Она посмотрела на стейки, которые только что купила, прежде чем вернуться в лавку мясника и попросить какие-нибудь обрезки или кости, которые тот не захотел продавать. Мясник с радостью дал женщине то, что она хотела. Энни вышла из лавки и огляделась в поисках бродячей собаки. Вскоре она заметила, что он наблюдает за ней издалека. Женщина присела на корточки и осторожно протянула ему кость, которую раздобыла для него. Сначала пес был осторожен и не хотел подходить слишком близко к женщине, но чем дольше она протягивала ему еду, тем меньше животное могло сопротивляться желанию подползти поближе, чтобы взять еду. В конце концов Энни удалось завоевать доверие животного настолько, что оно начало вилять хвостом и приняло от нее большую кость. Но вместо того, чтобы съесть еду прямо на месте, пес подобрал ее и пошел прочь, как будто ему нужно было куда-то идти. Смущенная реакцией собаки, но не желая задавать лишних вопросов, Энни просто встала и направилась обратно домой. На следующий день Энни шла по улице и заметила ту же бродячую собаку, что и вчера. Животное, казалось, тоже заметило ее и радостно подбежало к женщине, виляя хвостом. Энни улыбнулась энтузиазму собаки и начала суетиться вокруг нее. К сожалению, у молодой женщины были неотложные дела, поэтому она не смогла провести с животным слишком много времени, прежде чем уйти. Хотя она не забыла купить собаке сосисок в ближайшем магазине, но собака снова не стала есть их сразу и вместо этого снова ушла. Энни заинтересовало поведение животного, однако у нее не было времени следить за ним, и ей нужно было идти по своим делам. Вместо этого на третий день Энни снова нашла бездомного пса, только на этот раз, похоже, он ждал ее. Женщина начала носить в своей сумке угощения в надежде, что сможет раздать их бедному бездомному животному. Молодая женщина улыбнулась, когда подошла к собаке и дала ей угощение, которое у нее было. На этот раз пес развернулся и пошел прочь, хотя Энни последовала за ним. В конце концов они вышли на оживленную улицу, и Энни наблюдала, как лохматый пес пробирается к ливневой канализации. Собака села рядом с водостоком и заглянула в него. Затем он бросил в нее одно из лакомств, которое только что дала ему Энни, прежде чем съесть свое собственное. Молодая женщина была очень смущена. Что же делала собака? В течение следующих нескольких дней Энни находила собаку сидящей и смотрящей в ливневую канализацию. Каждый раз, когда она приносила животному какое-нибудь лакомство, он всегда выбрасывал половину корма в канализацию, прежде чем съесть свою долю. В конце концов Энни стало так любопытно, что она решила пойти и сама посмотреть, что же такого интересного было в канализации. Но она никак не ожидала того, что обнаружила. Энни подкралась к водостоку, опасаясь пса, который стоял на страже рядом с ним, но пес просто с любопытством наблюдал за молодой женщиной.
Оказавшись прямо над водостоком, Энни заглянула в него и ахнула от того, что увидела. Молодая женщина сразу же схватила телефон и позвонила в пожарную службу. Ей определенно понадобится их помощь. Примерно через полчаса появились двое пожарных и спросили женщину, что случилось. Энни объяснила им, что она видела, и мужчины быстро приступили к работе. Они подошли к ливневой канализации, но в этот момент бездомная собака начала рычать на них. Не желая, чтобы ее укусили, пожарные остановились. Они не знали, что делать, но, к счастью, Энни это сделала. Она осторожно подошла к собаке, заверив животное, что мужчины здесь только для того, чтобы помочь. Затем она протянула собаке лакомство, и когда он наконец подошел к ней, чтобы взять его, она схватила его за руку, чтобы удержать подальше от канализации и пожарных. Когда прохожие убрались с дороги, пожарные приступили к работе, открывая ливневую канализацию. К этому моменту, поскольку канализация находилась посреди оживленной улицы, вокруг пожарных собралась толпа, чтобы посмотреть, что они делают. После нескольких напряженных минут пожарные наконец выяснили, на чем была так сосредоточена бродячая собака в водостоке. На руках у одного из пожарных был крошечный котенок. Все прохожие были шокированы, но на этом все не закончилось. Пожарные еще 4 раза ныряли обратно в ливневую канализацию. Каждый раз, когда он выныривал, у него на руках был другой котенок. Энни была поражена тем, что увидела. Она знала, что там что-то есть, поскольку увидела это, когда заглянула внутрь, но она понятия не имела, что там застряли 5 крошечных и очаровательных котят. В этот момент бездомному псу удалось вывернуться из рук Энни и подбежать к пожарным, у которых были котята. Как только пес увидел маленьких кошачьих, он сразу же начал вилять хвостом и обнюхивать их. Котята мяукнули в ответ. Энни подошла к пожарным и спросила их, как такие маленькие котята оказались в таком затруднительном положении. Пожарные сказали ей, что, вероятно, их смыло в канализацию во время сильного дождя, но, учитывая, что они оказались в ловушке, они не умирали с голоду. Услышав эту информацию, Энни посмотрела на бездомную собаку. Она знала, что котята выжили благодаря тому, что он каждый день делился с ними едой. Увидев такой добрый и бескорыстный поступок, Энни поняла, что хочет сделать дальше. Она сказала пожарным, что заберет котят к себе домой и будет растить их, пока они не будут готовы к переезду. Пожарные согласились и отдали котят Энни. Затем молодая женщина направилась обратно домой, прежде чем обернуться и позвать бездомную собаку. «Давай, Бенни», — сказала она, — «пора возвращаться домой». Собака радостно подбежала к ней. Энни присматривала за всеми котятами и нашла 4 из них любящие дома, когда они подросли настолько, что могли переезжать. Одного она оставила себе, так как очень их полюбила. Что касается Бенни, то у него наконец-то появился дом, который он мог бы назвать своим собственным, потому что Энни влюбилась в лохматого пса и не могла оставить его на улице после того, что он сделал для крошечных кошачьих. Семья жила счастливо, и ни кот Фадж, ни Бенни нисколько не беспокоились о том, что они снова окажутся на улице, потому что Энни слишком сильно любила их, и они отвечали ей такой же любовью.